Мальчик приехал к бабушке в гости, как он делал каждый год на летние каникулы. Деревня, где жила его бабушка, была уютной и спокойной. Он всегда радовался приезду сюда, ведь здесь у него было множество интересных мест для исследования. Но главное из них был густой лес, который располагался рядом с деревней. Мальчику очень нравилось гулять по этому лесу. Он любил слушать шелест листвы под ногами, наблюдать за игрой солнечных лучей на зеленых ветвях и вдыхать свежий воздух, наполненный ароматами деревьев и цветов. В лесу он чувствовал себя свободным и счастливым. Но в этот раз что-то пошло не так. Однажды мальчик отправился на свою обычную прогулку, но заблудился среди густых деревьев. Лес выглядел совсем по-другому, и все его знакомые тропинки и деревья начали сливаться в одну сплошную путаницу. Бабушка все больше волновалась, когда мальчик не вернулся домой к обеду. Она бросилась искать его, пробираясь сквозь заросли и кустарники, но безуспешно. Лес казался огромным и до бесконечности запутанным. Сердце бабушки замирало от страха. Она не могла представить, что маленький мальчик может быть потерян в этой непредсказуемой дикой природе. Она продолжала бродить по лесу, все громче и громче звала его. И вот, когда уже казалось, что надежда потеряна, бабушка наткнулась на мальчика. Он лежал на земле, скрючившись от страха, и плакал. Рядом с ним находилась волчица, которая оказалась его неожиданным спасителем. Волчица стояла рядом, как будто оберегая мальчика. Она была нежной и заботливой, смотря на него своими теплыми глазами. Бабушка ощутила, что эта животная материнская любовь была и искренней, и искрепляющей. С тревогой в голосе бабушка спросила мальчика, как он оказался рядом с волчицей. Мальчик наскоро рассказал ей, как он заблудился и начал плакать, а затем появилась волчица. Она подошла к нему и, казалось, поняла, что он нуждается в помощи. Оказывается, волчица была самкой, которая только что потеряла своих детенышей. Она почувствовала боль и одиночество мальчика и решила заботиться о нем, пока его не найдут. Она увидела в нем своего ребенка, и эта связь стала непреодолимой. Бабушка благодарила волчицу за ее заботу и понимание. Мальчик понял, что эти животные не всегда такие, как их мифологически преподносят. Волчица в этот момент была его ангелом-хранителем, и он был ей благодарен за то, что она спасла его от безысходности. Позднее, когда они вернулись в деревню, мальчик обратил внимание на то, что люди вокруг часто страшатся волков. Он рассказал о своем приключении и убедил их, что волчицы могут быть добрыми и заботливыми. С тех пор в деревне начали смотреть на волков с новым взглядом. Мальчик и его бабушка навсегда останутся благодарными волчице за ее непоколебимую заботу и помощь. Это был урок для всех, что доброта и сострадание не знают границ, и что даже дикие животные могут оказаться родственными душами, готовыми помочь в трудную минуту. Вот такая удивительная история. А что вы думаете по этому поводу? Делитесь своим мнением в комментариях, а также подписывайтесь на канал, там вы найдете еще много интересного.